Неудивительно, что стримеры вынуждены пользоваться всяким хламом, лишь бы заработать пару новых фолловеров. Потому что на рынке столько предложений разного уровня паршивости, что найти подходящий вариант с первого раза – та еще задача. Именно поэтому мы решили посвятить отдельное видео рейтингу микрофонов, которые нужны именно стримерам, ну и ютуберам, собственно, тоже. Не вокалистам, окей? Только стримерам. Так вот, сегодня расскажу о 5 моделях микрофонов, от звука которых при правильной настройке зрители не будут испытывать дискомфорт, а в некоторых случаях даже похвалят за качество и самоотдачу творчеству. У нас же стримы все еще считаются творчеством, или как? Чтобы отличить хоть сколько-нибудь пристойный микрофон от полного барахла, нужно знать совсем немножко теории. Ну, чисто базу без заумных лекций. Если вы все это уже знаете, вот тайм-код, мотайте на топ. Я бы, конечно, не рекомендовал этого делать, но ладно. Первое, на что стоит обратить внимание, это частотный диапазон. Обычно хорошие микрофоны работают в диапазоне от 20 до 20 тысяч Гц. Этого хватит, чтобы передать весь спектр звучания человеческого голоса. Остальное нам не особо интересно, поэтому если такие цифры есть, let's go, можно брать. Следующий момент – это тип микрофона – динамический или конденсаторный. Динамические чуть надежнее и не просят сложной настройки. Вот эти все плагины, крутилки, вертелки, этого нам не надо. Такие устройства чуть хуже передают высокие частоты, но зато лучше справляются с фоновым шумом. Конденсаторные микрофоны наоборот звучат четче, но при этом без шумоподавления практически не обойтись. Важный параметр – это диаграмма направленности. Ее еще называют полярной характеристикой. Для стримов в принципе подойдет любой микрофон в зависимости от задач. Кардиоидный в приоритете, потому что он улавливает звук спереди и отсекает шумы сзади. Еще один момент – это тип подключения. Студийные микрофоны подключаются через разъем XLR, а для подключения к ПК нужен разъем USB. XLR микрофоны, если это не совсем хлам с Алиэкспресса, создают более качественный звук, но придется докупать хорошую звуковую карту. Последнее – это наличие ветрозащиты или поп-фильтра. Это такая сетка, которая устанавливается перед микрофоном и защищает от посторонних шумов при произнесении звуков П, Б и Т. Значительно улучшает чистоту звучания голоса. Некоторые модели в подобном не нуждаются, а какие-то не раскрываются полностью, если ветрозащита плохая. Итак, с душниной закончили, теперь поехали смотреть, что покупать. Вообще, самое логичное решение – это просто смотреть и слушать, чем пользуются другие стримеры. И если так делать, никак, реально вообще никак не пройти мимо HyperX Quadcast. А точнее HyperX Quadcast S. Это конденсаторный микрофон с 4 режимами направленности, то есть он захватывает звук по кругу, только спереди или сзади, либо только спереди, и есть еще стерео, где звук захватывается преимущественно слева и справа. Производитель позиционирует микрофон как геймерский или стримерский, и это, если честно, не просто слова. HyperX Quadcast — это микрофон для тех, кто не хочет заморачиваться с настройками, качеством звука и внешним видом. Он подключается через USB, поэтому вам не нужно никаких дополнительных аудиокарт или предусилителей. Ну и как подобает геймерам, есть настраиваемая RGB подсветка, которая меняет цвет в зависимости от того, включен микрофон или нет, что довольно удобно. В целом HyperX Quadcast звучит отлично, по крайней мере для USB микрофона. Он ловит все нюансы вашего голоса и в целом фильтрует фоновые шумы за счет внутренней ветрозащиты. Можете регулировать уровень громкости прямо на микрофоне и даже слушать себя через наушники. И даже есть встроенный амортизатор, который снизит вибрации и удары, в зависимости, наверное, от их силы. Если подвести итог, выглядит он стильно и прочно. Его сделали из алюминия и пластика, поместив на тяжелую металлическую подставку. Он не очень портативен, так как его нельзя снять с амортизатора, но это не проблема для тех, кто использует его дома или в офисе. Чтобы настроить подсветку, можно скачать специальную программу от HyperX. Это единственная программа, которая работает с этим микрофоном, и доступна она только для ПК. Там есть всякие эффекты, цвета, синхронизация с другими устройствами HyperX и прочее. Это уже разберетесь, если вы его купите. В общем, HyperX Quadcast S — это хороший микрофон для тех, кто хочет начать стримить или записывать голос без лишних хлопот. Если вы совсем начинающий стример и пока сомневаетесь, ваше это или нет, или пока еще обладаете скромным бюджетом, посмотрите в сторону народного варианта с AliExpress. FIFA NK669 — это бюджетный конденсаторный микрофон с кардиоидной направленностью. Он подходит для стримов, подкастов, озвучки видео или общения в Дискорде. Имеет компактный дизайн, регулятор громкости на корпусе, что для многих крайне важно, и высокое разрешение звука — 16 бит и 48 кГц. И все это в принципе не дороже 4000 рублей.
Микрофон подключается к компьютеру через USB-порт и не нуждается в дополнительных драйверах, но для приемлемого звучания скорее всего придется включить шумоподавление в OBS, ну и при желании какой-нибудь VST плагин. Благо информации в интернете по этому поводу более чем достаточно. Fifine K669 это отличный вариант для тех, кто хочет получить хороший микрофон за небольшие деньги. У него вполне ясный звук, он прост в использовании и не нуждается в дополнительных примочках. Из недостатков, скажем так, китайское качество сборки, ну и материалов соответственно, что при неаккуратном использовании повлияет на долговечность. Во-вторых, повышенная чувствительность к фоновым шумам, поэтому в теории придется подумать о звукоизоляции комнаты, но в целом программный шумодав и ветрозащита вполне спасают. В общем, Fifine K669 – это микрофон для тех, кто хочет сэкономить и получить приемлемый звук для стриминга и общения. В принципе, он подойдет для начинающих стримеров или тех, кто не особо требователен к звуку. Ну а дальше вариант, который, наверное, у всех на слуху или хотя бы раз вы о нем слышали. Это Blue Yeti USB. Дизайн у него очень узнаваемый, но скажем так на любителя. Он тоже имеет 4 режима направленности: кардиоидный, фигура восьмерки, стерео и омни. Из элементов управления настраиваемый уровень громкости и кнопка мьюта. Микрофон подключается к компьютеру через USB порт и дополнительные драйвера ему тоже не нужны. А вот недостатки у Blue Yeti тоже есть. Тут и чувствительность к фоновым шумам или эхо, и приличные габариты. Микрофон большой и тяжелый, занимает место на столе, а если пользоваться пантографом, придется отдать чуть больше денег за крепкую модель, иначе стандартное крепление салика быстро будет изнашиваться. Ну и цена, как нам кажется, не совсем соответствует звуку, по крайней мере сейчас за те деньги, за которые его продают. То есть микрофон неплохой, бренд супер узнаваемый, но при этом за те же деньги можно присмотреть вариант получше. Как итог, Blue Yeti USB подойдет тем, кто хочет получить известную и престижную модель, но не готов тратить время на настройку или улучшение. Со скрипом подойдет начинающим стримерам, но даже за такие деньги премиального качества звука добиться, наверное, не получится. Ну а чтобы все не было так грустно, переходим к двум, наверное, лучшим вариантам на сегодня. Начнем с Audio-Technica AT2020 USB. Это конденсаторный микрофон с кардиоидной направленностью, который в принципе даже подходит для записи вокала, инструментов и подкастов. Инженеры сделали простой, но при этом узнаваемый дизайн, оснастили его высоким разрешением звука, это 16 бит и 48 кГц, настраиваемым уровнем громкости и выходом для наушников с регулировкой баланса. То есть вы можете слушать себя без задержки и еще и регулировать уровень мониторинга. Микрофон подключается к компьютеру через USB порт и работает с любым программным обеспечением для записи и редактирования звука. Ну и с OBS, разумеется, тоже. AT2020 USB это хороший микрофон для тех, кто ищет качественный и надежный инструмент. Он имеет чистый и детальный звук, который хорошо передает нюансы голоса и интонации, вполне устойчив к фоновым шумам, и запариваться с настройкой не придется. Подойдет стримерам разных уровней, даже некоторые люди, у которых тысячи зрителей и, казалось бы, очень много средств, пользуются этим микрофоном. Но теперь самое интересное. Безоговорочный лидер, по крайней мере нашего топа, это Shure MV7. Кстати, этот обзор озвучен именно с его помощью. Это динамический микрофон, который по сути представляет собой облегченную версию Shure SM7B. Им пользуется большинство топовых стримеров, причем как русскоязычных, так и англоговорящих. Ну и дизайн у него соответствующий. Сверху сенсорный регулятор громкости, кнопка mute и переключение между регулировкой мониторинга и громкостью системных звуков. Преимущество это вариативность подключения и, скажем так, задел на будущее. То есть, если вы хотите навсегда решить проблемы со звуком, берете микрофон, подключайте его по USB и пользуйтесь официальной программой для настройки. А когда станете уже увереннее, накопите на тот же Go XLR и будете пользоваться уже XLR разъемом. Учитывайте, что есть еще и более дешевая версия, где только один вариант подключения. Недостаток MV7 это высокая цена. Раньше его продавали по 16 или 18 тысяч рублей, а сейчас видите сами. В остальном Shure MV7 обеспечит лучший и профессиональный звук для стриминга и подкастов. Он также подойдет для тех, кто любит классический и изысканный дизайн и хочет иметь легендарный микрофон от Shure, но пока не готов отдать много денег за SM7B. А на этом сегодня все. Удачных стримов и побольше вам просмотров на роликах. Но если этот ролик помог определиться с выбором, либо вы узнали что-то новое, дайте знать об этом лайком. Ну и от подписки, конечно, не откажемся. В будущем мы подготовим что-то еще интересное лично для вас. Спасибо за просмотр и до встречи в следующих видео.